Друзья, я злюсь на себя за то, что мужчины продолжают наступать на одни и те же грабли в отношениях с девушкой. И я просто вынужден экстренно включиться, чтобы донести тебе знания, которые ты не найдешь в интернете, но которые гарантированно спасет тебе жизнь. Это не шутки. Сейчас я хочу, чтобы ты отбросил все свои дела и вслушивался в каждое слово. Это очень важно. Не так давно ко мне обратился мужчина с такой проблемой, что девушка стала какой-то отстраненной. Даже есть подозрение на измену. Прямых доказательств нет, но присутствует это беспокойство внутреннее и ощущение, что-то не так. Какой-то душевной теплоты, доверия, той близости, которая была когда-то, не ощущается. Девушка постоянно сидит в телефоне. Какие-то уведомления приходят. Очень часто кто-то пишет, присылает сообщения. Она очень часто стала себя фотографировать где-то на отдыхе или на прогулке, а потом это все выкладывает в соцсети. Конечно же, мужчина высказал свое недовольство по этому поводу, свое беспокойство. Но все это приводило к ссорам и обвинениям по типу: да, ты просто какой-то ревнивец и параноик. А ведь раньше она вела себя нормально. Но с тех пор, как начала вести виртуальную жизнь более активно, в нее как бес вселился. Что я сделал? Я попросил его скинуть мне ссылки на ее странички в соцсетях. Инстаграм, ВКонтакте. Как только я их открыл, мне все сразу стало понятно. Да, я увидел фотографии. Но какие? Преимущественно в филейной части тела. Я увидел откровенные наряды с глубоким декольте, где виднеется нижнее белье. Я увидел фотографии в купальнике, но они непростые. В них однозначно транслировался подтекст, определенные позы, которые как бы намекают. Под ее постами были десятки лайков и много комментариев. Преимущественно от мужчин, конечно же. Я думаю, вы понимаете, кто клюет на такие фотографии. Я здесь сразу прикинул, а что могло твориться у нее в личных сообщениях? Несложно представить. Конечно, я вынужден был сказать мужчине, что здесь есть только один единственный вариант. Это повергло его в шок. Но об этом чуть позже. Сейчас я хочу, чтобы вы увидели здесь другую важную деталь. Что эта ревность, это беспокойство, если вдруг кто-то из вас столкнулся с подобной женщиной, зародилось, то это вполне обосновано на самом-то деле. Ведь то, что с ней происходит, к этому нужно отнестись очень серьезно. Это не шутки. Здесь надо не просто напрячься, а уже бить в колокола. Ведь почему она так неуважительно и наплевательски относится к твоему мнению и не принимает его всерьез? Да потому что та значимость ее инстаграма условно гораздо выше, чем ты сам. Она перевешивает твое беспокойство. Да и значимость любого другого мужчины в принципе. Понимаете, в чем абсурдность ситуации? То есть мы уже говорим не о балансе двух людей, мужчин и женщины, о пропорциях каких-то, а о балансе женщины и ее соцсети. Мужчина здесь на птичьих правах. И когда я углубился в эту тему, безобидную на первый взгляд для кого-то может показаться, я увидел, что эта болезнь, она прогрессирует постепенно и приводит к зависимости. К самой настоящей. Как от любого наркотика. Сигареты, алкоголь. Это правда. Потому что если взять телефон этой девушки, которая поражена этой болезнью, и прокрутить ленту Инстаграма вниз, в самое начало, то чем ниже ты будешь листать, тем количество одежды на этой девушке будет увеличиваться. То есть мы наглядно видим тенденцию, мы можем проследить прогрессию. И все эти лайки, комплименты, предложения в личку от незнакомых мужчин. Думаешь, все это не отравляет ее сознание, ее душу? Не влияет на ее картину мира и взгляд на здоровые взаимоотношения? Еще как.
такой женщине убита способность по-настоящему любить, ценить и созидательно относиться к своему мужчине. Причем, самое интересное, она ежедневно упражняется в этом сама. Если задуматься, ей ничего больше-то и не надо на самом-то деле. Сфотала свою жопку, подредактировала ее тут же и выложила. И тут же получила это моментальное признание, эту дозу кайфа, сиюминутно, здесь, сейчас. Кстати, вопреки общему мнению, подобной болезнью поражены не только красивые девушки, как может показаться на первый взгляд, но и вполне себе серые мышки, которые когда-то в детстве были обделены этим мужским вниманием. Ну и как раз таки они особенно подсаживаются на все это. Такая женщина будет принадлежать тебе лишь наполовину, в лучшем случае. Она не будет принадлежать тебе полностью. Ну, это как автомобиль, который ты берешь на прокат, в аренду. Пока ты им пользуешься, ну вот, он как бы твой. Но по-настоящему он тебе не принадлежит. Ты не можешь наверняка знать, в насколько хорошем техническом состоянии он находится. Потому что ты его не проверял, не ремонтировал, масло не заливал, не вкладывал свои ресурсы. Так же и с ней. Естественно, как и любой зависящий человек, женщина будет отстаивать свой порог. Ну, как в этой ситуации. Что-то с тобой что-то не так. Ты неадекватно воспринимаешь это. На дворе 21 век. Я умная, самодостаточная женщина. Для меня важно быть желанной. Это моя природа. Ну и так далее. Я думаю, вы поняли. То есть она приведет любой аргумент, чтобы оправдать свое неприемлемое поведение. И разрешить себе продолжать это делать, так скажем, на законных основаниях. Тебе что-то не нравится? Ну это с тобой что-то не так. Ну, я тебя не держу. На тебя наплевать хотела. Интересный здесь момент, который многих из вас может ввести в заблуждение. Да, могут быть случаи, когда значимость к тебе довольно высока. Ну, как правило, это начальный период, в какие-то моменты, когда женщина видит в тебе ценность. Да, на твою обеспокоенность, на твою просьбу она может согласиться на словах. Она может пообещать не выкладывать такие провокационные, на твой взгляд, фото. Да и вообще поменьше зависать ВКонтакте. Но со временем ты все равно начнешь замечать это вот деструктивное поведение. Не там в соцсетях, а в реальной жизни. В вашей с ней жизни. Как это проявляется? Например, с коллегой по работе начинает кокетничать, и ты это видишь. Или кто-то к ней постоянно подкатывает, пытается познакомиться. Думаешь, это просто так? Почему так происходит? А потому что остановиться уже сложно. Потому что этот червь порока в ней уже сидит. Он там поселился и никуда не денется. Выжидает пока. И все ее поведение вертится вокруг получения этого признания. Так или иначе. Не в виртуальной жизни, так в реальности. И как только ты дашь слабину, провалишь баланс, она не будет думать и секунды. Так как не принадлежала тебе на 100%. И подсознательно ты это понимал. У меня в жизни была такая история, вспомнилась просто. Мне было лет 20, то есть совсем молодой. Конечно же, я не знал всех этих вещей, не придавал им значения. Был наивен, что скрывать, как и многие в этом возрасте. И у меня начались отношения с девушкой, которая курит. Сам я никогда не курил и не понимал всей серьезности этой ситуации. Что избавиться от нее практически невозможно. Ну, от этой зависимости. Я, конечно же, наивный, думаю, главное любовь. А остальное все исправить можно. И вместе мы это преодолеем, подумал я. Естественно, я, святая простота, сел с девушкой за стол переговоров. Мы договорились о том, что будем бросать. Причем я не давил. Будем делать это постепенно. Уменьшать количество сигарет. Она поддержала, и все шло успешно. Но тогда я не учел один очень важный факт. Это то, что ее решение меня поддержать в тот момент было основано на высокой значимости ко мне.
И вот несколько месяцев было все хорошо. Она не курила. Но потом я начал замечать после каких-то стрессовых ситуаций, начал чувствовать от нее запах. А потом начал находить пачки сигарет, спрятанные. И тогда ко мне пришло осознание, что исправлять это бессмысленно. Я привел этот пример для того, чтобы тебе показать, насколько сильна эта зависимость. Так же и здесь. Кто-то из вас может возразить мне и сказать, я листаю Инстаграм и очень часто вижу пары знаменитостей в основном, муж и жена, которые демонстрируют свою жизнь на показ, так сказать, где жена бегает по дому в нижнем белье, или муж устраивает ей на отдыхе где-то на море фотосессию в купальнике. Его это устраивает. Статусы, сердечки, счастливая семья. Люблю мужа. Даже детишки на заднем плане бегают. Но, что я хочу тебе сказать. Ведь ты не знаешь, какие взаимоотношения внутри семьи у них на самом деле. Ведь там все очень неоднозначно. Зачастую климат там нездоровый, где мужчина терпит, как правило, находясь в слабой позиции. Его сознание пропитано внушением жены о том, что это нормально. Этот брак держится исключительно на женщине. И как только муж ей надоест, как только он перестанет быть покорным, удобным, она заменит его легко. Вспоминаем, сколько предложений в личке. Если ты думаешь, что ей никто не пишет, потому что видит, что она замужем и у нее семья, то ты ошибаешься. Пишут и еще как. Следовательно, в ее сознании уже присутствует эта установка, что у нее полно вариантов. Либо другой вариант. Здесь мужчина, как правило, с низкой самооценкой, но в процессе жизни неожиданно преуспевший финансово. Естественно, он выбирает себе самую яркую, самую похотливую, с эскорт внешностью, чтобы прям все завидовали. То есть не чтобы создать гармоничную, стабильную, спокойную семью, отношения, а чтобы похвастаться. Посмотрите, какая у меня сексуальная краля. И все друзья такие: да, красавчик, мужик, настоящий мужик. А сами мысленно облизываются. Он выбрал жену для всех своих друзей, знакомых, а не для себя и для жизни. Такой мужчина, как правило, псевдодоминант. Он думает, что контролирует ситуацию. Он хочет так думать. Но на самом деле это не так. Он живет в постоянном стрессе и ревности. А на адекватные, нормальные отношения он и вовсе не способен. Хорошо, кто-то может привести мне другой аргумент и сказать, что моя девушка, она тоже ведет активно соцсети сейчас. У нее группа ВКонтакте, даже канал на YouTube, где она показывает, как правильно заниматься гимнастикой или йогой. Да, ее лайкают мужики в основном. Но когда я, выразил ей свое беспокойство по этому поводу, она меня успокоила. Она искренне меня заверила, хлопая своими красивыми глазками, что ты у меня единственный. Я люблю только тебя. Я определилась в своей жизни. Я однолюб. С другими не. Тебе не о чем волноваться. Да, у меня много поклонников, мужчин. Вон, посмотри. Она даже покажет тебе телефон. И вы вместе посмеетесь. Смотри, какой мне пишет. Предлагает 100 тысяч за ночь. Вот идиот. И ты веришь? Друзья, это же наивно. Это детское восприятие. Мало того, что тебя это все-таки волнует на самом-то деле. Внутри. Признайся себе в этом. И по факту ты терпишь, несмотря на ее убедительные речи. Она тебя успокоила. А тебе легче? Нет. Когда-то эта чаша переполнится, и ты выйдешь на эмоции, провалишь баланс. Если ты до сих пор слушаешь и веришь в эти сладкие речи, а не смотришь на ее поступки, я хочу, чтобы ты сейчас оглянулся назад на свою жизнь, на свои прошлые отношения. Я убежден, что все циклично
И они рушились из раза в раз. А почему? А потому что ты веришь легкомысленным девчулям. Даже в Библии говорилось: по плодам их узнаете их. Это значит, что нужно смотреть на дела прежде всего. И тогда увидишь истинное отношение к себе. Если девушка вместо того, чтобы прислушаться к твоей обеспокоенности, задуматься о действительно важных вещах, переосмыслить то, что она совершает измену на самом-то деле по отношению и к тебе, и к вашему будущему, выкладывая эти фотографии и культивируя в себе эту болезнь еще больше, продолжает получать этот сиюминутный кайф, который только порождает ее тщеславие, завышает самооценку и развращает. Что еще страшнее, это убивает в ней способность быть счастливой с тобой, хорошим парнем. В таком случае что-то объяснять, что-то доказывать, пытаться исправить смысла нет. То же самое я и сказал тому мужчине. Серьезно воспринимать такую женщину не стоит. О семье, детях, совместном будущем и речи быть не может. Это я сейчас говорю о тех мужчинах, которые вот сейчас встретят девушку, которая ведет активно такую виртуальную жизнь. Ведь это человек, который никогда не будет тебе принадлежать на 100%. Этот человек порочен. И для семьи такая девушка не подходит, к сожалению. Если, конечно, она не придет к полному переосмыслению своей жизни. Здесь уже в помощь религия. Опять же, такой сценарий маловероятен. Ведь вступивший на этот путь обратной дороги не имеет. Поэтому я бы советовал, подытожив, отсекать подобных девушек сразу и не ввязываться в это. А если уже ввязался, то зафиксируй себе эту мысль, что не стоит воспринимать ее всерьез. Такая женщина, как кратковременное развлечение. Да, не более того. Я в этом убежден. Друзья, ясного вам сознания и мужской силы. Жду ваших историй в комментариях и будем на связи.